Многим из нас знакома проблема, стабильно возникающая раз в год. Связана она с новогодними праздниками. Чё б такого пожелать родным и близким, чтобы не звучало банально? Здоровья, счастья в личной жизни, материального благополучия. Да, это пожелания хорошие, но совсем не оригинальные и предсказуемые. То ли дело новогоднее поздравление от одного из российских политиков. В декабре 2025 года он написал пост с добрыми пожеланиями для россиян, где были такие слова: «Тряпичный уродец», «ублюдок», «зеленый гомункул», чье заспиртованное тело должно быть выставлено в Кунсткамере. Автор текста также отметил, что курс рубля укрепился, а украинский язык — это малотуканское наречие. Думаю, вы угадали авторство. Это экс-президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. На днях его спросили, откуда он черпает вдохновение для своего телеграм-канала. Медведев ответил: источник вдохновения – это, безусловно, окружающий мир и русская классическая литература. И если бы я ее в детстве не читал в большом количестве, и моего любимого Чехова, да и, конечно, и Толстого, и Достоевского, и Тургенева, то, наверное, мне бы какие-то вещи было бы труднее писать. Ну, действительно, кто же не помнит роман Достоевского «Зоологические выродки» и пьесы Чехова про хрюкающих подсвинков? В нашей стране установился некий консенсус, будто деятельность Медведева носит сугубо развлекательный характер, и не стоит обращать на этого персонажа особого внимания. Однако по формальным признакам это совсем не так. Обычно Медведева представляют в СМИ как заместителя Путина в Совбезе. Чуть реже вспоминают, что он путинский заместитель еще и в военно-промышленном комплексе, военно-промышленной комиссии. Но бывший президент является одновременно и главой «Единой России». Без малого 14 лет он возглавляет партию власти, имеющую конституционное большинство в Государственной Думе, контролирующую почти все регионы, города и деревни. Словом, решительно непонятно, почему к нему должно быть отношение как к безобидному какому-то городскому сумасшедшему. Совсем недавно Медведев дал большое интервью. Беседовали с ним корреспонденты ТАСС и Reuters, а также Z-военкор Семен Пегов, автор медиапроекта «Варгонзо». Интервью прошло почти незамеченным, но безобидным его никак не назовешь. Речь там шла далеко не только о медведевском телеграм-канале, но и о вещах куда более важных. Сегодня обсудим это интервью, а вместе с ним еще пару примеров того, как сквозь информационный мусор периодически проступает информация, имеющая отношение к реальной жизни и планам Владимира Путина. Только перед тем, как начнем, напомню, в описании мы собираем способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. Мы их регулярно обновляем, в основном они бесплатные, еще мы сравниваем там VPN-ы. А спонсирует эту рубрику сейчас MaxSwap. Это сервис, с помощью которого вы можете оформить виртуальную карту MasterCard и платить с нее криптой, как обычными деньгами. Начнем сразу с главного. Корреспондент Рейтер Гай Фолконбридж задает Медведеву прямой вопрос, на каких условиях Кремль готов прекратить боевые действия. И получает прямой ответ. А что касается условий, так они носят публичный характер. Они же были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИДе. Естественно, эти условия были ретранслированы американским коллегам во время встречи в Анкоридже. И они остаются неизменными. Часто говорят, вот там согласовано 95% или там 90%. Здесь арифметического счета никакого быть не может. Итак, Медведев заявил, что условия прекращения огня были озвучены Владимиром Путиным в его выступлении на коллегии в Министерстве иностранных дел. Ранее на то же выступление ссылался глава МИДа Сергей Лавров. И Медведев, и Лавров в данном случае играют с открытыми картами. Единственное, что нужно сделать зрителю – найти запись той самой коллегии, где Путин озвучил свои требования. Причем, что для Путина не очень-то характерно, проговорил он все прямым текстом. Это было 14 июня 2024 года. Условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов,
а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. К началу 26 года общим местом стала убежденность многих обозревателей, ну и вообще даже людей и наблюдателей в том, что Путин якобы поубавил свои территориальные претензии. Дескать, раньше требовал все 4 области целиком, а теперь готов прекратить огонь и вступить в переговоры, если ему передадут лишь отдельно взятую славянско-краматорскую агломерацию в Донецкой области. Однако убежденность эта возникла из ниоткуда. Позиция, озвученная Путиным в июне 24 года, никогда не была дезавуирована. Более того, на протяжении последних 1,5 лет она только подтверждалась, в том числе и самим Путиным. В декабре прошлого года, совсем недавно, он сообщил индийским журналистам, что ему нужны Донбасс и Новороссия, а не просто Донбасс. В преддверии государственного визита Владимир Путин дал большое интервью журналистам телеканала «Индия Тудэй». Затронули тему украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул: мы освободим Донбасс и Новороссию либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут эти территории сами. В феврале 26-го те же требования озвучиваются уже устами Медведева. Более того, из медведевских слов следует, что максималистские претензии, как минимум 4 области в их административных границах, прозвучали во время встречи Путина и Трампа на Аляске. Сейчас дальше поговорим о большом мифе, связанном с той встречей. Сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Нельзя отрицать, Вторая мировая до сих пор продолжает влиять на нашу с вами жизнь. Ее эхо проходит сквозь поколения. В честь победы в России названы улицы, по всей стране раскиданы около 1000 мемориалов вечного огня в память о погибших солдатах. Да и по всему миру вы то там, то тут увидите памятники Второй мировой. В Лондоне, Берлине, Чехии, на Гавайях и Окинаве, в Ухане, Пхеньяне, Сингапуре, почти повсюду. История Второй мировой – это наша с вами история, и для тех, кто хочет в ней разобраться, мы решили создать собственный такой учебник с максимально консенсусными историческими данными и красивыми иллюстрациями. И это первый том нашей серии. Над ним работала та же команда, что делала сериал по Второй мировой на моем канале. Мы проверяли каждую деталь, посмотрели сотни архивных фотографий, чтобы иллюстрации в книге были максимально точными. Создание первого тома заняло у нас 7 месяцев, и это без учета наработок, сделанных в процессе создания сериала. А мы над ним работали 4 года. Первый том рассказывает о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти, как началось все с аншлюза Австрии, а потом дошло до захвата Польши и Франции, что делали Британия и СССР, как именно началась Великая Отечественная. Книгу мы сделали максимально, интересно и легко читаемо. Она вся с иллюстрациями, на каждой странице иллюстрация, которую мы делали, вложив в это много сил и внимания. Доставляется книга по всему миру, кроме Беларуси. Это не тот случай, когда надо ждать выхода всей серии. Создание второго тома мы будем финансировать из продаж первого. Так что покупайте книгу, у нее отличное качество, тем более скоро праздники, прекрасный будет подарок. Вы также можете поддержать наш проект. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам второй том из самого первого тиража. А за пожертвование в $1000 ваше имя окажется в списке благодарности в конце второго тома, и вы получите его с моим автографом. Важно добавить, покупать книгу в России законно, вы ничего не нарушите, купив ее. Покупка это не конфиденциальная. Могут, например, утечь базы службы доставки, как уже бывало. Секрета тут сделать не выйдет, но мы продаем книгу легально и законно, покупатели ничего не нарушают. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Сейчас у пропагандистов стало модным словосочетание «дух Анкориджа». Оно произносится с такой интонацией, будто последняя встреча президентов России и США прошла в дружеской обстановке. Что, мягко говоря, совсем не так. Как мы помним, саммит на Аляске был прерван. Запланированные переговоры 5 на 5 даже не начались. Ибо о чем тут разговаривать, если Путин требует просто так отдать ему земли, которые он не может захватить силой? Он требует территории, где даже свой фейковый референдум не смог провести. 700-тысячное Запорожье, мол, должно отойти Путину, потому что за это якобы проголосовали Мелитополь и Бердянск, где на тот момент находились в общей сложности, хорошо если 200 тысяч человек.
Это требование настолько оторванное от жизни, что легко поверить, будто Путин со временем от него все же отступил и теперь хочет всего лишь оставшуюся часть Донецкой области. Кому-то хочется думать, если Зеленский, мол, пожертвует 500 000 жителей Краматорско-славянской агломерации, это принесет мир десяткам миллионов людей. Но здесь такой случай, когда нужно просто-напросто послушать то, что говорят и Путин, и Лавров, и Медведев в своем свежем интервью. Из этой же беседы следует, что передача 4 областей плюс гарантии невступления в НАТО – это минимальные условия, которых для хоть сколько-нибудь долгосрочного мира вообще-то может и не хватить. Потому что помимо территориального вопроса есть еще пресловутые цели СВО, которые тоже должны быть выполнены. Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно. Цели СВО были заявлены изначально президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они, практически с тех пор остаются неизменными. Там есть нюансы какие-то, но в целом они как были, так и есть. Медведев говорит об изначальных целях, озвученных Путиным. То есть вот об этом. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Эти цели лишены какой бы то ни было конкретики и непонятно, каким образом могут быть достигнуты. Например, неясно, до каких границ должна распространиться правозащитная деятельность Путина. По его собственным словам, и Одесса – это русский город, а значит, права русского человека там тоже следует защищать. Точно так же, как это удалось, сделать ему в Марьинке, а также в Бахмуте и во многих других городах, которые в Кремле называют русскими. Неясно, кого и каким образом предполагается предать суду. А это ведь одна из главных целей спецопераций, названных Путиным изначально. Вряд ли речь тогда шла про заочные суды. Для них не нужно было бы военного вторжения. Значит, каким-то образом некие украинские граждане должны быть физически схвачены российскими властями. Каким образом, никто не уточняет. Ничего не понятно и про демилитаризацию. Но зато в интервью с Медведевым зашла речь о денацификации. В Украине, по его словам, должен быть демонтирован действующий политический режим. Можно было бы так-то подумать, что речь о том, чтобы Владимир Зеленский перестал быть президентом, а его партия «Слуга народа» перестала заседать в Верховной Раде. Казалось бы, как иначе понять слова Медведева? Но нет, и он имел в виду не это. Я думаю, что для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим, подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированно в каком-то там из людей, он просто исчез. Потому что этот режим носит антирусский, антироссийский характер. Он использовал целый ряд абсолютно неприемлемых фашистских моделей для того, чтобы создать внутреннее единство. Медведев вроде бы признает право Украины на существование как государства, но уточняет, простой смены власти, мол, недостаточно. Режим, в словах Медведева, это не лидер государства и не партия, а непонятно что. А с непонятно чем и бороться можно непонятно сколько, то есть бесконечно долго. Следующая реплика добавляет еще больше неопределенности. Так Медведев отвечает на вопрос о будущем Украины и отношений с ней. Вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, об этом говорить рано, нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша. Поэтому демонтаж вот такого политического режима, на мой взгляд, исключительно важная задача. Но все остальное покажет будущее. Здесь перед нами не телеграммный Медведев, а та его версия, которая довольно трезво подбирает формулировки. Ремарка о том, что, мол, еще неизвестно, какими будут послевоенные границы Украины, это прямое продолжение политической линии Путина.
предполагающий, что территориальные претензии к Украине могут быть произвольным образом расширены, чего, собственно, официоз никогда и не скрывал. Именно об этом шла речь во время российско-украинских переговоров в Стамбуле в мае прошлого года. Что касается заявлений, которые следовали внутри от сторон, от нашей стороны, мы знаем, что было утверждение, последовавшего от одного из наших переговорщиков, о том, что если прямо сейчас, в ближайшее время, не будут признаны 4 новых российских региона, то в следующий раз будет уже 6 регионов. Эта фраза внутри звучала, можем это подтвердить. А в конце 24-го на эту тему высказался сам Медведев. Не в Телеграме, не в Твиттере, но на 22-м съезде «Единой России». Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше. В случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно. Характерно, что данный 15-секундный фрагмент Медведев сам распространил по соцсетям. То есть хотел, чтобы именно эта реплика была замечена. Мы недавно делали разбор, как российские телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Соловьев Лайв» освещают ракетно-дроновые удары, нацеленные на так называемое вымораживание городов Украины. Тогда мы обратили внимание, что один и тот же канал мог дать сразу несколько версий событий. Одна из них такая: бомбежки — это способ принудить Украину к сдаче оставшейся части Донецкой области. Теперь на фоне отключения тепла и света в облученных телемарафоном умах украинцев стали появляться проблески здравого смысла. Перелом в общественных настроениях в своей статье отметила американская газета «Нью-Йорк Таймс». Даже те, кто еще недавно жестко выступали против любых уступок России, сейчас готовы отдать Донбасс ради окончания войны и бомбежек. В данном случае телеведущий прямо увязывает передачу Донбасса с окончанием войны. И таким образом работает на идею, будто Украина и Россия находятся в одном шаге от мирной жизни. Дескать, пусть Зеленский примет непростое решение, сдаст одну агломерацию, но спасет остальную страну. Исходя из чего у зрителя может возникнуть представление, что надо, дескать, продавить Зеленского на последнюю уступку. Шахматист сказал бы, что украинские власти должны осуществить гамбит, пожертвовать малым, чтобы выиграть большее. Однако перед нами на то и путинский телеведущий, чтобы сегодня говорить одно, завтра другое, а послезавтра третье. Государственный эфир — это многоголосица, среди которой зритель выбирает наиболее комфортную ему точку зрения. Хуже того, в информационном шуме теряются реальные позиции, которые озвучивают люди на должностях. Президент, глава Министерства иностранных дел и руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев. Безусловно, своим шитпостингом в Телеграме Медведев намеренно понижает собственную значимость и ценность произносимых им слов. Мы не раз говорили, зачем он это делает. Ему важно продемонстрировать отсутствие президентских амбиций, для чего он регулярно косит под дурака. Но по вопросам принципиальным он, тем не менее, изъясняется внятно и в унисон с начальством. Способности к человеческой речи Медведев, конечно, демонстрирует не очень часто. Но в такие редкие моменты есть смысл послушать, чтобы не заплутать среди информационных вбросов и нащупать генеральную линию, которую Медведев озвучивает. И линия эта не предполагает окончания войны когда-либо. Никакой президент Украины, на каком бы языке он бы ни говорил, в какую бы церковь ни ходил, как бы ни относился к России, никакой президент Украины не отдаст за просто так Запорожье, Херсон, плюс города и агломерации с суммарным населением под 2 миллиона человек. Для такого должен быть установлен какой-то совсем марионеточный режим. И слова Медведева о денацификации так и можно интерпретировать. Нацистской или фашистской будет считаться любая власть, не являющаяся марионеткой Кремля. А сил на то, чтобы взять штурмом Киев и посадить там своего человека, у Путина нет и не будет. Поэтому остается лишь бесконечно воевать за Херсон, Запорожье и Славянск с Краматорском. Ну а или вообще за Купянск, которого пока взять не удается, несмотря на многочисленные заверения. Но даже если представить себе, что и эти города Путин захватит, и Запорожье с Херсоном даже, не дай бог, то все равно ничто не мешает потребовать в дополнение еще пару регионов, чтобы воевать дальше и за них. Ничто не мешает вспомнить, что цели СВО еще не выполнены, а главный критерий их выполнения или невыполнения – это субъективная оценка Путина.
Когда мы заканчивали работу над этим выпуском, ТАСС выпустил характерную новость. Она не столь важна сама по себе, но хорошо иллюстрирует наш сегодняшний разговор. Давайте почитаем. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине, потому что в таком случае не сможет продолжать заниматься личным обогащением. Цитата, понятное дело. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил, бывший солдат ВСУ родом из Киевской области с позывным «Сова». Дальше ниже приписка. Зеленский на это не пойдет, потому что он боится за свою шкуру и за власть, естественно. Деньги еще не все украл, ответил Сова на вопрос ТАСС. Почему, по его мнению, Зеленский в ходе переговоров не соглашается признать Донбасс, Новороссию и Крым российскими и таким образом приблизить завершение конфликта? И еще ниже еще одна. 7 февраля Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби вновь заявил о несогласии на выход из Донбасса. ТАСС в рамках одной публикации обрушивает на читателя поток тезисов. Вначале говорится о личном обогащении Зеленского, в конце все опять сводится к одному лишь Донбассу, но из середины можно вычленить главное. Дескать, Зеленский должен признать российскими и Крым, и Донбасс, и Новороссию, потому что такое признание приблизит завершение конфликта. Не завершит, а только приблизит его завершение. Ну а сколько украинских регионов входят в недавно реанимированное понятие Новороссия, ТАСС не уточняет. Это прерогатива Путина, который сам себе дал право виртуально отрезать от Украины все новые и новые регионы в зависимости от развития событий. Отдай ему Запорожье с Херсоном, так сразу вспомнится, что в Новороссийский край Российской империи когда-то входили еще и Одесса с Николаевым. Автор цитаты «Границы России нигде не заканчиваются» сам себе никаких рамок не ставит. А главное, в этом нет никакого секрета. Как говорится, все по официальным источникам. Все говорится абсолютно прямо. Понятно, почему многим людям, в том числе даже базово антивоенных взглядов, хочется верить в иллюзию, будто между войной и миром стоят лишь несколько городов Донецкой области в районе Краматорска. Таким образом, возникает ощущение, что конец войны уже на горизонте. Будто до установления мира остается всего один щелчок. А сделать этот щелчок в любой момент может Владимир Зеленский. И давно, мол, все закончилось, если бы не его гордыня и упрямство. В этой картине мира все инструменты для прекращения войны в руках у Зеленского. Это он управляет ситуацией, и у него есть понятный алгоритм действий. Нужно отселить своих граждан и отдать Путину несколько малых и средних по размеру городов. Не такая уж большая цена, могут сказать тут некоторые, за мирное небо над головой. Да, эвакуация нескольких сотен тысяч человек из славянско-краматорской агломерации задача для Украины сложная. Но выполнимая, кто-то тут может сказать. Ранее страна справилась с миллионами внутренних беженцев. Если же Зеленский не хочет сделать столь, немногое ради столь многого, так это получается его ответственность, а не Путина. Путин как будто вообще ни при чем. Груз ответственности за смерть и разрушение ложится на украинского президента. Сейчас многие так говорят. Только вот сам Путин говорит совершенно иное. Он говорит, что минимальная такса за прекращение огня, не за прекращение войны, а только лишь за прекращение огня, 4 региона Украины целиком. Да, Путин сказал в цитате в начале этого ролика, что отдаст приказ остановить стрельбу, если получит их. Только не сказал, на какой срок стрельба остановится. 1 недели вполне достаточно, чтобы выяснилось, что цели СВО не выполнены, первопричины войны не устранены, а границы исторической Новороссии не достигнуты. И надо, мол, продолжать движуху. Только с более удобных рубежей. Не надо штурмовать линию укреплений под Краматорском. Описанное мною не фантазия какая-то, не сочинение на свободную тему. Это буквально позиция Путина, добросовестно повторяемая его ближайшими соратниками. Фантазийной является идея, будто войной управляет сторона, находящаяся в обороне. Идея эта психологически комфортная для многих россиян. Но она не из реального мира. До завтра.